Это темная сторона Reddit от канала Постобзор с переводами крипипасты с Reddit NoSleep и мистических тредов. Также есть рубрика «Криповые истории, в которые верят», рассказанные самими подписчиками канала. Напиши свою крипоту и попади в видео. Ссылка в закрепленном комментарии к этому ролику. История, которую вы сейчас слушаете, произошла на самом деле с моей бабушкой. Она не особо любила делиться воспоминаниями о своей молодости. Обычно она говорила, что ничего интересного в ее жизни не было. А мне кажется, было, и немало. Когда-то давно, лет 40 назад, мои бабушка и дедушка вынуждены были уехать на нынешнюю территорию Латвии в поисках лучшей жизни и работы. У них тогда было 2 дочери. Я не знаю точно, в каком именно селе они остановились, но бабушка говорила, что это была небольшая глухая деревня недалеко от леса. Жили там несколько десятков человек. Люди все знали друг друга и помогали как могли. Когда бабушка и дедушка приехали туда, их приютила одна семья. Односельчане приносили им обувь и одежду, немного еды, кто-то помог деньгами. А потом мои родные получили какой-то заброшенный дом и поселились там. В том доме жила когда-то неблагополучная семья. Соседи говорили, что семья эта была довольно странной. Ни муж, ни жена нигде не работали. Односельчане помогали им как могли. Кто-то нес еду и лекарства. Кто-то предлагал работу или подработку. Но эта пара никак не хотела общаться со своими соседями. Постоянно перед их носом закрывали двери. Вообще они вели странный образ жизни. Их было не слышно несколько дней. Потом они могли ругаться и выгонять друг друга из дома. Часто были слышны дикие вопли и плач, а потом опять несколько дней тишина. Про эту семью ходило множество странных историй, и сейчас уже не разберешься, что там вымысел, а что правда. Ясно было, что пара вела себя очень странно, да и уехали они, не попрощавшись ни с кем. Соседи проснулись однажды утром, а их и след простыл. Да и то никто точно не видел, что они уехали. Односельчане обратили внимание, что в доме подозрительно тихо уже несколько недель. Кто-то из соседей отправился туда проверить, живы ли хозяева, а их в доме нет. Вот и решили все, что пара уехала из села. В общем, поселились мои бабушка и дедушка в том доме. В их владение попал также небольшой огород и хлев. На дворе стоял февраль. Бабушка любила заниматься садом и огородом. Но какой огород в феврале? А хлев был завален разным барахлом. Там когда-то держали свиней и корову. Осталась какая-то утварь, сено и много чего еще. Через пару недель после переезда дедушка устроился в соседнюю деревню на ферму. Дорога была длинной, а работать приходилось по 15 часов каждый день, в основном до полуночи. Конечно, не были они довольны, что деда дома нет до ночи. Все-таки село новое. Бабушке было непривычно оставаться одной вот так вот вечерами. Но что поделать, семью ведь кормить надо. Бабушка моя занималась домом и детьми. Она редко ходила в гости к соседям и старалась не слушать странные истории о бывших хозяевах дома. Стоит сказать, что дом, в котором они жили, был не очень-то и большим. Там была просторная комната и кухня, а также небольшой коридор, через который можно было попасть с улицы в дом. Однажды после ужина бабушка уложила дочерей спать, а сама решила ожидать мужа с работы. На часах уже было за полночь. Ужин давно остыл, а дедушки все не было. Бабушка понимала, что до его возвращения еще пару часов, и она прилегла на кровать рядом с младшей дочерью.
Она думала, как же им повезло поселиться в таком доме, где можно держать хозяйство и растить дочерей. Люди просто болтают недоброе об этом доме, потому что им скучно жить. Можно здесь со временем сделать ремонт, утеплить дом, посадить огород, навести порядок в хлеву и завести скотину. И в какой-то момент бабушка услышала, как в коридоре стукнула дверь, как будто кто-то попытался войти, но дверь была заперта изнутри. Поэтому бабушка аккуратно поднялась и выглянула в окно. Она хотела проверить, не вернулся ли дедушка. В окошке она никого не увидела и решила, что она задремала и ей это приснилось. Только она прилегла на кровать, как услышала стук снова. Она вышла в коридор и открыла дверь, но на улице никого не было. У соседей подвывали собаки, а на небе светила полная луна. Бабушка вернулась в дом и снова легла к младшенькой в кровать. Как только она погасила свет, услышала, как в ногах замурлыкал котенок. Бабушка немного испугалась, ведь никаких животных у них не было. Тогда она решила, что соседский котенок проскочил в дверь, когда она проверяла, не вернулся ли дедушка с работы. Хотя странно, что она не заметила маленького гостя. Да и не видела, что котенок сидит на кровати до того, как погасила свет. Вдруг на полу замурлыкал еще один котенок, совсем крошка. Так мурлыкают малыши, когда сосут кошкину грудь. Пока бабушка перебирала в голове, как и когда в дом попали котята, она почувствовала, что на кровать прыгнул еще один кот. Она рассказывала, что почувствовала, что этот кот был больше и тяжелее. Он начал мурлыкать как-то недобро. Слышно было, как он громко дышал, будто и не кот это вовсе. Но кто же еще мурлыкает свою песенку? Конечно же, это соседский кот пробрался в дом. Он постепенно начал подползать к груди и шипеть. Бабушка моя была не очень набожной, но в некоторые моменты, когда ей было жутко и страшно, она начинала молиться или креститься. Таких моментов было немного, говорит она, и та ночь была одним из тех моментов. Как только она перекрестилась, кот тут же попятился назад. Бабушка говорит, что так страшно ей не было еще никогда. Она не понимала, откуда в доме котята и почему они испугались креста. Подобное повторилось раза 3. В какой-то момент закашляла старшая дочка, и бабушка позвала ее к себе в кровать. Дочь пришла в постель к маме и младшей сестре, перелезла через маму и сладко уснула. Через пару минут кот снова начал подползать к груди, очень медленно, и раздавать странные, страшные звуки. В этот раз бабушка начала читать молитву, единственную, которую знала на память. Странный гость тут же зафыркал и вновь попятился назад. Через пару минут он спрыгнул с постели и ушел в сторону двери, а маленькие котята последовали за ним. Бабушка лежала и боялась пошевелиться. Она говорит, что читала молитву, не останавливаясь. Дедушка вернулся домой и начал стучать в дверь. Бабуля наконец включила свет и открыла дверь мужу. Она осмотрелась в комнате и в коридоре, но так и не нашла ни одного из котят. Она очень хотела рассказать дедушке о том, что произошло ночью, но побоялась, что он просто посмеется, ведь котят дома и правду не было. Утром она спросила у старшей дочери, как ей спалось. Когда она узнала, что дочь спала крепко, спросила, не видела ли та котенка, когда перелазила через бабушку. Но и здесь дочка сказала, что все было хорошо, и она никого и ничего не заметила. На следующую ночь повторилась та же история, только во вторую ночь в гости пришли 3 котят. Они фыркали, шипели, мяукали жалостно и ползали по кровати. Бабушка не знала, что ей делать, и очень хотела включить свет. А с другой стороны, она боялась, что увидит не котят, а какую-нибудь нечисть. Ей казалось, что это не котята, а злобные кошки, которые вот-вот набросятся ей на лицо.
Подробная картина продолжалась около 15 минут, а потом котята вновь спрыгнули с кровати и убежали. Вдруг в доме стало совсем тихо, а на улице она услышала дикий вой соседских собак. Когда-то бабушке рассказывала ее мама, что собаки просто так не воют. Собаки чувствуют заблудшие души и пытаются сказать людям, что рядом что-то неладное. Но сколько подобных преданий и легенд гуляет, и никто никогда не обращал на это внимания. Собаки часто воют в соседних дворах, а тут еще и полнолуние. Пока бабушка перебирала странные воспоминания в голове, услышала, как в коридоре стукнула дверца, и в дом вошел дедушка. В этот раз бабушка решила поделиться с мужем тем, что случилось дома 2 ночи подряд. Она удивилась, что дедушка слушал ее и будто сам испугался. А когда она закончила рассказ, дедушка признался, что, подходя к дому, обе ночи подряд слышал, как плачут дети у них во дворе. Я думал, что-то произошло с нашими дочками и ускорил шаг, но, подходя к дому, понял, что плач доносится не из дома, а из сада, и плачут совсем не взрослые дети, а как будто бы малыши. Это было похоже даже не на плач, а на какие-то странные стоны или жалобные вопли, которые издавали явно не 2 ребенка, а больше, рассказывал дедушка. В ту ночь дедушка отказался от ужина и лег спать голодным, хотя бабушка вспоминает, что той ночью они оба не спали. Они лежали молча и боялись, что же это за дела и что вообще может случиться дальше. Бабушка говорит, что пару раз она услышала мяуканье за окном, как будто кот просился в дом, но она просто лежала и читала молитву. Наутро дедушка снова ушел на работу, а бабушка пошла к соседке. Она была очень напугана и боялась, что соседка не поверит. Также бабушка переживала за дочерей. Они, конечно, не слышали ни плача, ни мяуканья и спали сладко обе ночи подряд. Однако соседка не удивилась услышанному и сказала бабушке, что в том доме жила непростая семья. «Несколько лет назад в доме, где вы теперь живете, жила пара. Они нигде не работали и много выпивали. Женщину видели с большим животом несколько лет подряд, но детей у них никто никогда не видел. Односельчане перестали помогать семье, ведь кроме выпивок и дебоша в том доме больше ничего не было. Люди стали интересоваться, где же ребенок, ведь хозяйка была беременной. То муж, то жена давали невнятные ответы. А потом пара и вовсе уехала. Дом пустовал несколько лет. Односельчане ходили туда, искали деток, но никого не нашли. Однако по ночам были слышны детские крики и плач, даже после отъезда нерадивой пары. А я как-то ночью, возвращаясь с фермы, услышал опять пьяный дебош в том доме и решила, что семья снова вернулась. Наутро я решила навестить их и спросить, где же они были. Но дом был пуст, как и прежде. Вот и вы теперь рассказываете, что вас беспокоят детские крики. Никто не знает, что произошло с ними, но детки однозначно были там. Они, наверное, продавали своих детей. Откуда же у них деньги? Односельчане перестали помогать, когда поняли, что семья ведет себя совсем не по-дружески, прячут своих детей и не открывают нам дверь. Кто-то даже хотел деток забрать себе и растить как родных, но мать никак не признавала ни наличие детей, ни факта беременности. Да и никто из нас ни разу не видел незнакомых детей ни на улице, ни у них во дворе. Бабушка была в шоке от услышанного и решила найти священника, чтобы окропить дом. Она понимала, что это могли быть нерожденных дети, которые теперь беспокоят новых хозяев. Также бабушке кто-то отдал икону, которую она теперь поставила дома у себя. Но даже после освящения дома
Котята приходили ночью и пугали моих родных. Казалось, они мяукали еще жалостнее, как будто пытались подобраться к бабушке как можно ближе. Но крест защищал ее, и как только бабушка начинала читать слова молитвы, котята пятились назад, а потом и вовсе убегали. В какой-то момент соседи подсказали, что в селе неподалеку от леса живет бабка-повитуха, и она наверняка найдет решение и поможет очистить дом от нечисти. Когда они встретились с повитухой, та сказала, что деток в доме живет не 2, дети моих бабушки и дедушки, а 7, а может и больше. 5 душ потерялись в этом мире. Мать их заморила голодом и бросила, а детки так и не были похоронены. Они никому не желают зла, а ищут свою маму и будут приходить снова и снова. И мать их ходит неподалеку и не может себе найти успокоения. Она оставила своих детей на погибель и сейчас ищет прощения. Это она плачет во дворе и не может попасть в дом к своим деткам. И дети ее страдают, когда слышат материнский плач. Деток нужно найти и похоронить, чтобы успокоить их души. Но искать нужно не дома, а где-то рядом. А мать ни в коем случае нельзя пускать в дом. Она рассержена, что дети ее теперь не признают и ползают возле тебя. Держи икону в доме, молись каждый день и ни в коем случае не открывай дверь в дом после полуночи. Ни мяукающим котам, ни случайным гостям. Запри дверь и даже не выглядывай в окно. Тогда та крупная кошка, что приходила в первую ночь, не сможет подобраться к тебе. Так говорила повитуха бабушке. Конечно, бабушка все рассказала своему мужу, и они начали разбирать чердак. Потом перекопали огород и стали проверять хлев. В хлеву в кормушке для скота они нашли маленький скелет. Еще 2 были закопаны рядом. На вид деткам было не больше 2 или 3 лет, а в кормушке лежал скелет совсем новорожденного. К дому моих родных пришло все село, чтобы помочь и поддержать. Люди помогали чистить хлев и искали еще 2 деток, о которых сказала бабка-повитуха. В углу под стоком сена они нашли и прежних хозяев дома, у которых на руках лежало еще 2 крошечных скелета. Пара никуда не уехала. Односельчане стали вспоминать, когда же эта семья исчезла из их вида. Оказывается, в тот год был снежный январь. Дом их был очень холодным, дров совсем не было, и пара, скорее всего, пошла в хлев и укрылась в сене, чтобы согреться. Из-за безобразного образа жизни и пьянства они, скорее всего, не смогли выбраться из-под завала сена и задохнулись там или замерзли от холода. Их никто никогда не искал, родственников не было, а может, им было все равно на нерадивую родню. Односельчане решили, что пара уехала из села. Так и прошло лет 10, пока мои бабушка и дедушка не поселились в том доме. Расследования никто никакое не проводил. Односельчане помогли похоронить деток и их родителей. Но бабушка с дедушкой не смогли больше оставаться в том доме. А вскоре они нашли новое жилье недалеко от места, где работал дедушка. Бабушка приходила в то село несколько раз, чтобы повидаться с людьми, которые ей так помогли когда-то. Она вспоминает, что каждый раз проходила мимо того дома. Ей казалось, что она слышит мяуканье котят. А через несколько лет во время грозы в дом попала молния, и он сгорел полностью. Никто не бросился тушить его, потому что его считали проклятым. И непонятно, сколько еще неупокоенных душ обитало в том доме. Сегодня бабушка редко вспоминает эту историю. Она винит себя, что они уехали из дома и не нашли всех деток, которые там были. Она говорит, что ей долго снились страшные сны, что, наверное, эти детские души привязались к ней и не хотели ее отпускать. Прошло много лет, как бабушка не навещала больше то село и своих знакомых. Они снова переехали подальше от того места и тех воспоминаний. Ни котов, ни собак мои бабушка с дедушкой так и не заводили, потому что им казалось, что неупокоенные души
все еще преследует их. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история. Я рассчитываю на твою поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если ты найдешь 20 секунд своего времени, чтобы поделиться со своим другом, то низкий тебе поклон, так как любая активность на канале – это продвижение. Кто как не ты. Хорошего тебе настроения и до скорых историй. С уважением и обнимашками, твой Андрей.